Всем привет! Это Андрей, это Ира. Сегодня продолжаем говорить про работу 2 в 1 в боях 5 на 5, ну или в бугуртах, там, где у нас есть ресталище. Теперь уже что делать атакующим, как быстро повалить своего оппонента. Ну, для начала давайте войдем в ту позицию, на которой мы закончили прошлый ролик, когда говорили о действиях со стороны защищающегося. Андрей продолжает быть защищающимся. Давай, и не спи. Сделайте так же, как в прошлый раз. Не, Андрю, руку сразу вынь оттуда. Более удобное положение. Спиной к ресталищу. Андрей, спиной к ресталищу. Вот. Поговорим сегодня о довольно сложно скоординированном действии, как там просто важен очень тайминг. Как повалить Андрея вдвоем из стандартных ситуаций тоже. Стоим в такой ситуации, и я второй номер Иры. В такой ситуации кому-то из нас, мне или Ирине, нужно забрать Андрея в голову. Сейчас разумно забирать голову мне, потому что у Иры рука находится под Андреевой, поэтому голову заберу я. Отдай голову. Ну, отдай уже. Ну, как-нибудь забрал. Там, если постучать его по солнечному сплетению, бакером, что-то. Все. Забрал голову. Ира скинула руку Андрея с головы. Стоп. Замерли. Первое. Мне нельзя давать Андрею, в смысле не мне, а Ире нельзя давать Андрею возможности выбраться из этого захвата. Как это сделать? Да, не давать ему пространства для ухода назад. То есть тазом его подпереть и чуть-чуть на него навалиться. Ну, то есть подлечь на него там. Все, теперь Андрею некуда идти назад, и скинуть мою руку он теперь не может. Я его кинуть тоже не могу. Он уперся, вес перенес назад, голова скользкая, но зато я могу его удержать. Ситуация так-то патовая, и часто в таких стоят долго. Давайте поменяемся с Ирой местами. Давай, переходи сюда. Все-таки. Все, Андрей стоит, мне что делать непонятно. Потому что как только я захочу его побить, отлипну. То есть, тихо, не тыкай мне флешоном. Как только я сделаю полшага назад, чтобы начать Андрея бить, но мне дистанция все равно нужна, да, он сразу вылезет. У него появится пространство для ухода. И будьте уверены, что опытный человек, у которого еще силы остались, он так и сделает. Это неизбежно. Залезай обратно. То есть он не будет стоять и ждать, пока вы его здесь почки отбиваете. Поэтому вот до поры до времени стоим и держим. И готовимся. К чему готовимся? Да к тому, что он все-таки вылезет. Можно в координации с Ирой, типа говорить, отпускай. И она такая, раз, отпускает. Либо залезай обратно. Либо самостоятельно. Вы взяли, например, отошли, треснули. Ну, при хорошем раскладе... Тихо, ничего не делай. При хорошем раскладе Ира тебя сможет кинуть, потому что человек быстро теряет волю от ударов по почкам. Либо он начнет быстро выползать. Стой, не выползай, еще рано. Вы, зная, что... Да, во-первых, вы ограничиваете ему путь и не давайте ему пройти наружу. Это для него все равно опасно, он может упасть, но туда ему сейчас безопаснее всего идти. А назад у него пространство для ходьбы есть. То есть встали, показали, что его не держите, но при этом вы готовитесь хватать его за голову. Все, пространство есть, выпутывайся. Вылезай, Андрюх. Вы должны быть готовы в тот же момент забрать его голову и потянуть, повалить его назад. Давай еще раз, Ир, забирай. Сейчас я какую-нибудь палку принесу, пока забирай. Все, забрал, отлично. Все, я здесь стоял, держал. Шаг назад, шлеп. Вылезай, все, уже пора. Совсем кидать не будем, я недавно Андрею ногу отломил. Не будем его заставлять падать. Но смысл именно в этом. То есть вы
не уходя далеко. Ваш таз, хоть и не в плотном контакте, все рядышком. Даете сознательно человеку выпутаться из захвата, почти все, 98% сразу пытаются встать ровно. Они знают, что вокруг два человека, которые хотят схватить их за голову. Поэтому сразу выпрямляется, и в момент распрямления вам надо поймать. Потому что чуть-чуть позже противника будет уже маневр, он сможет довернуться корпусом, и вы его не утянете. Именно в момент распрямления, давай, еще раз, захват, все, тук. Вот в этот моментик вам надо его взять двумя руками. Тут неудобно, тут баклер, меч. Чуть-чуть повыше встать на цыпочки и потянуть, желательно сначала в боковую плоскость. Вот туда шею заломить. То есть не просто назад, не всегда работает. Там можно успеть наклонить голову. А сначала чуть-чуть в бок, сюда вот. Потом на себя, ну а дальше уже много раз видели. Просто отступаем назад и куда-нибудь либо к ристалищу, либо от ристалища сваливаем. Удержаться в такой ситуации, если все сделано правильно, очень трудно. Ну и да, похожая ситуация происходит, когда забирается нога и бери ногу Андрееву, которая больная. То же самое, очень просто из этого положения растянуть. Ира берет свободной рукой просто за макушку левой, просто наклони его. Андрею не нравится, он вырывается. Все, поймали, и тут уж на одной ноге ему не устоять. Можно без ухищрений, если вас противник не видит, просто подошли. Да, забыл сказать-то, главное, блин. Когда тянете человека на себя, у вас должна быть точка, о которой он опирается, это ваш таз. Вам сначала его надо сломать в тазу, и только потом уже вытягивать. Если вы будете делать это с дистанции, там достаточно наклона шеи маленького, вы никого ничем никуда не утянете. У вас захвата нет, у вас здесь кривульки вот эти железные. То есть там плотный захват получается крайне редко, это при большой удаче. Поэтому напрыгнули, схватили, у вас таз должен быть плотненько здесь. Все, потянули. Я надеюсь, я Василию скину ролики, где этот момент проявлен, то есть как людей утягивают. Очень красиво получается. Вот у нас вариант взаимодействия и просто вариант с захватом ноги. Этого на сегодня будет достаточно. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Вы сказали пока? Вы тоже показываете. Ставьте пальцы вверх, колокольчики. И да, денег давайте побольше, чтобы роликов было больше. Все, давайте, пока.